Человечество высадило астронавтов на Луне и роботов на Марсе, Венере, Титане и одном из астероидов. Мы также послали космические аппараты за пределы Солнечной системы, несущие на борту привет братьям по разуму. Без шуток, все серьезно. Потому что мы умные животные. Мы внедрили многочисленные методы предположения, оценки, наблюдения и записи, все это вместе назвав наукой. Более того, мы записываем результаты и теории, складывая из них писания, которые мы заучиваем поколение за поколением. Метафорически этот процесс был описан французским философом Бернаром Картре в XII веке. Он утверждал, что мы весьма малы, но вместе можем видеть как карлики, стоящие на плечах великанов. В результате чего большая часть моих знаний почерпнута из прочитанных книг, не из моего собственного опыта. Если экстраполировать далее, мы, люди 2016 года, имеющие в кармане средства доступа в интернет, являясь самыми информированными людьми за всю нашу историю. Основываясь на обобщении многолетних исследований ученых, сейчас мы знаем, что Солнечной системе 4,6 миллиарда лет. Вселенной около 13,8 миллиарда лет. А космос реально огромен. Чтобы переместиться с одной его стороны на другую, нужно передвигаться со скоростью света в течение 91 миллиарда лет. И это только та часть космоса, которую мы видим. Вот насколько он огромен. Также мы знаем, что жизнь наша зародилась от 3 до 4 миллиардов лет назад и оставалась на Земле все это время, несмотря на ряд массовых вымираний. Человек на планете появился приблизительно 1 миллион лет назад. Однако процесс нашей цивилизации начался лишь 50 тысяч лет назад. Мы также знаем, что глубина Земли 6700 километров от поверхности до центра ядра. Однако забурились мы лишь на 12 километров. То есть мы сухопутные поверхностные животные, так как обжили лишь тонкий слой сухой земли чуть выше уровня моря, за исключением нескольких человек, временно пребывающих на МКС на низкой околоземной орбите. Как вид, мы достаточно удачливы тем, что пока не повторили судьбу динозавров, вымерших 65 миллионов лет назад из-за последствий столкновения с астероидом, или судьбу причудливых созданий трилобитов, вымерших из-за загрязнения атмосферы океана вследствие временного повышения вулканической активности 251 миллион лет назад. Заметьте, как ужасное столкновение с массивным астероидом, так и смертельное повышение загрязнений из-за вулканов повторятся снова. Это факт. Так что мы можем сделать, чтобы избежать столь нежелательных катастроф? Если сказать одним словом, ничего. Итак, мы установили, что мы созданы лишь в качестве фрагмента истории Земли. Б. Мы абсолютно не контролируем последствия таких событий, как землетрясение, вулканическая деятельность или падение астероида. Если мы исчезнем прямо сейчас, в земной тверди от нас останется лишь очень тонкий слой, напоминающий о былом нашем существовании. Человечество обжило самую небольшую часть малюсенького камушка посреди небольшой галактики в огромнейшем космосе. Причем мы не в состоянии видеть краев космоса, настолько он велик. Если мы вымрем прямо сейчас, останется лишь тонкий налет на земной поверхности, учитывая, что обнаружить останки того, что мы построили, будет гораздо легче, чем наши собственные останки. Мы не повелители Земли, Солнечной системы или космоса. Мы лишь очень умные, двуногие, всеядные, облысевшие приматы, которые могут совершить видеозвонок вокруг поверхности Земли, послать людей и роботов в космос, чтобы затем вернуть их обратно, или получать от них данные, то есть фотографии. Геологически выражаясь, мы совершенно незначительны. В 1637 году замечательный французский философ и математик Рене Декарт написал:
Я мыслю, значит существую, в качестве подтверждения нашего существования. Сейчас, обыграв предыдущих два утверждения, мы можем заявить: благодаря кропотливым научным изысканиям, проведенным в несколько последних тысячелетий, и кураторству в моем обучении, я знаю некоторые факты о том, каким совершенно незначительным я являюсь. Нет никаких областей, в которых можно было бы попытаться доказать, что люди значимы в планетарном или космическом масштабе, потому что не значимы. Но как насчет потенциала быть значимыми на поверхности нашего голубого пристанища, которое мы называем Землей? В конце концов, мы можем манипулировать ДНК, перенаправлять реки, строить каналы, создавать плодородные земли в пустыне. Здесь мы обладаем практически силой Бога. Мы можем потреблять энергию Солнца непосредственно и посредством ископаемого топлива. Можем потреблять энергию приливов и ветра. Мы не только можем ее потреблять, но и сохранять, и транспортировать. Но это все лишь потребление. А как насчет влияния? Мы довели до вымирания такое количество видов животных, что это вымирание уже классифицировано как массовое. По факту, из-за продолжающей нашей активности, урбанизации, выбросов, охоты и рыбной ловли, некоторые исследователи уже объявили, что мы переживаем шестое по счету массовое вымирание за период 4,5 миллиарда лет с момента возникновения Земли. Но в этот раз это не вулканы или массивный астероид. Причина происходящего человечества. Те самые незначимые, облысевшие приматы. Еще новость. Мы нечаянно создали новую Землю в Тихом океане из пластика. У этой новой пластиковой Земли имя уже есть. Великий Тихоокеанский мусорный патч. Размер патча еще окончательно не определен. Одни говорят, что 0,41%, другие, что 8,1% всего Тихого океана, самого большого океана планеты. В некоторых изданиях заявили, что размер ее в 2 раза превышает площадь США. Люди великие инженеры. Мы живем в полых, почти искусственных блоках из пластика, металла и бетона. Искусственно созданная нами зависимость требует потребления огромного количества энергии в процессе всего, чем мы заняты. Мы производим электроэнергию все теми же известными древними способами. Фалес Милецкий, греческий философ, математик и астроном, заметил в 600-х годах до нашей эры, что если потереть куском янтаря шерсть кошки, янтарь начинает притягивать перья, потому что становится заряжен электрически. Хотя термин «заряжен электрически» он не употребил. Сейчас электричество подчиняется законам физики, как и все остальное. И генерирование электричества сейчас же так же понятно и незыблемо, как и в момент Большого взрыва. Мы также знаем, что энергия не возникает ниоткуда и никуда не исчезает. И мы ее можем передать из одной страны в другую, преобразовав тепло или кинетическое движение в электричество. Мы сжигаем нефть и уголь, используем лопасти, чтобы заставить ветер или воду вращать их, или строим солнечные панели, чтобы миновать этих посредников и черпать энергию прямо от Солнца. Другой физический закон утверждает, что действие равно противодействию. Это важно. Когда мы сжигаем нефть или уголь для выработки электричества, мы запускаем экзотермическую реакцию. Такую реакцию, в результате которой производится тепло и что-то еще. Короче, мы присоединяем кислород к углеводородам под небольшим нагревом и получаем много энергии. Эта простая реакция генерирует большое количество энергии в виде тепла, которое мы используем для вращения лопастей турбин, чтобы выработать электричество. Эта реакция, кроме того, превращает кислород с углеводородами в воду и углекислый газ. Это чудесный способ получения энергии для нас, наилучший для этой цели. Но есть большое «но». Этот процесс производит углекислый газ, невидимое вещество без запаха. При нашей общей численности почти 7 миллиардов человек, абсолютное большинство из которых потребляет очень много энергии, мы производим много углекислого газа.
Этот невидимый газ, не имеющий запаха, великолепно улавливает тепло от Солнца. То есть больше углекислого газа, больше тепла. Это неоспоримый факт. Также невозможно отрицать тот факт, что наш мир становится теплее из-за нас, людей. Если бы мы не эволюционировали миллион лет назад и не стали сжечь ископаемое топливо, сейчас температура на Земле не поднялась бы. У нас остается два варианта. Оставить все как есть и заняться нереалистичными планами по перемещению городов выше от уровня моря, тем самым обрекая миллиарды остальных людей на смерть. Или отреагировать, перейдя к использованию менее дестабилизирующих энергоресурсов. Выбор за нами. Поживем, увидим. Несмотря на гениальный ум нашего вида, мы предоставляем право решения этого вопроса нашим политикам. Но мы же не доверяем политикам наше здоровье. Зачем же нам доверять им принимать важнейшие решения по окружающей нас среде? Они же не имеют представления о науке, в этом же мы не сомневаемся. Говоря об окружающей среде, верно, что люди перестроили планету. Нет сомнения, в этом мы значимы. Мы имеем великую власть над тем ничтожным пространством, которое заняли. То есть при всей своей геологической незначительности, экологически мы имеем большую потенцию и опасность. Мощь нашего воздействия на окружающую среду катастрофическая. Но предпочтем наполовину полный стакан, немного перефразирую. Итак, нашей мощи по изменению окружающей среды хватает, чтобы мы смогли улучшить условия нашей жизни, условия жизни других форм жизни, с которыми мы делим единственное известное нам, пригодное для обитания место, поверхность нашей голубой планеты. Ein schöner Tag. Wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr, wie es war.